Всем привет! Оказывается, у меня довольно-таки много фонарей от Nitecore, на самом деле, когда я начал разбираться. Довольно-таки интересная модель, почему-то именно у Nitecore мне попадаются. Сегодня хотел бы рассказать вот про такой довольно-таки интересный фонарик, такой блинкер, скажем так, либо какой налобник для НАЗа. Это фонарь NU05. Это самый легкий у них фонарик такой, в плане налобников, да, каких-то. Здесь есть два красных светодиода и два белых светодиода. Вставляется он в такой вот коробочке. Варианты крепления, например, на велосипед, на рюкзак. Очень часто я использую его именно на рюкзаке, на снаряжении. Закрепляю, например, на моле панели на какой-то, и когда иду в темное время суток где-то по дороге, чтобы автомобилисты меня видели, я часто включаю режим красного блинкера, чтобы быть более заметным. Либо когда перехожу светофоров там в неосвещенном месте, потому что зачастую водители вас просто не видят, будьте заметнее на дороге. На рюкзаке можно повесить собаки, например, на ошейник, чтобы видеть, где она бегает в кустах, на руку, на лоб, либо сзади на ваш основной фонарь, как дополнительный блинкер с красным светодиодом, например. В комплекте эта модель Kit, она идет вот с такой резиночкой на голову. Здесь вот такая утяжка регулируется. Она, кстати, довольно-таки узкая, то есть она уже, чем обычные резинки у фонарей. А если обычные резинки вот такие, широкие, то она поуже. Это сделано для экономии веса. Такая резиночка, зарядка с вот такой вот липучкой, чтобы кабель хранился более компактно. И крепление на трубу велосипеда, на заднюю. То есть, либо на руль, либо на подседельный штырь можно крепить. Вот так вот ставится, резиночку притягиваете к чему-то, и у вас вот такой неплохой маячок. Так, доп уберем. Этот фонарь можно купить, кстати, отдельно, не кит, а просто вот будет один фонарь, провод зарядки и все, больше ничего не будет. Также они бывают с разными светодиодами, там, для каких-то тактических задач, там, с красными, зелеными, с инфракрасными. Давайте глянем инструкцию. Как всегда, в инструкции есть мануал на русском языке. Вот русский. Кому интересно, на паузу поставьте. Размеры, вес, как крепить на подседельный штырь и время работы. Красная мигающая лампочка — это вот эта лампочка зарядки. Она начинает моргать. Чтобы вы, например, на сумку можете повесить, чтобы в темноте быстро ее найти. Будете видеть, где сумка лежит. 20 часов. И 9 часов в режиме мигания красных светодиодов. Быстрое, медленное. Белый мигание 2.15. И белое свечение час 1. Светит он довольно-таки приятным белым светом. На камеру он сейчас теплым выглядит, но он прям просто белый. 1000, наверное, 5. Не теплый, но и не холодный. По управлению. Здесь всего одна кнопка. Режимы включаются друг за дружкой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Здесь 5 режимов. Если вы в течение нескольких секунд не трогаете, уже режимы переключить не сможете. То есть при нажатии на эту кнопку фонарь просто выключится. Поэтому режимы все включаются друг за дружкой только. То есть вам, чтобы включить белый свет, в следующий раз придется еще раз пролистать все режимы. Это, наверное, не очень удобно. Лучше бы они сделали доступ, например, к белому по длинному нажатию, либо по двойному щелчку, например, да. Для того, чтобы он случайно у вас не включился где-то в рюкзаке, и вы не остались без света, здесь есть функция блокировки. Для этого нужно при включенном фонаре, в любом из режимов, зажать и удерживать кнопку. Все, фонарь заблокировался, при нажатии он вспыхивает вот эта кнопочка, красный, точнее, диодик, и ничего не происходит. Для разблокировки нужно просто зажать и подержать, пока фонарик не начнет моргать. Все, фонарь разблокировался. Также фонарь имеет функцию проверки состояния батареи. Для этого нужно зажать и удержать на 1 секунду вот эту клавишу, и фонарь вот этим красным маленьким диодом моргнет несколько раз.
3 раза это более 50%, 2 раза менее 50%, и одно мигание говорит о том, что вам нужно уже заряжать фонарь. Фонарик имеет встроенный аккумулятор емкостью 120 мАч и встроенную зарядку. Она закрывается заглушкой. Водозащита здесь IP66. Заглушка, под ней находится порт microUSB. К сожалению, не Type-C, microUSB. В комплекте идет провод, через который можем заряжать фонарь. Когда он заряжается, светодиод горит красным, когда он заряжается, будет зелененьким цветом гореть. Смотрите, то есть вы можете его прицепить к пауэрбанку и использовать как лампочку, там читать, в палатке повесить. Это очень удобно. То есть и заряжается одновременно, и работает. Тоже полезная функция. Ну а теперь давайте взвесим его. 10,9 грамма. Резинка с фонарем весит 20 граммов. Фонарь с помощью, у него такое крепление. Он специально рассчитан под стропу моли, под ширину строп моли. И его довольно-таки легко можно закрепить на вашем снаряжении, для того, чтобы быть более заметным, например, на дороге где-то. То есть вы заводите сначала длинный язычок, потом короткий. Защелкиваете, все. Фонарь никуда не денется, он очень хорошо держится. И повесив на портфеле либо на сумку, вы будете заметны. Либо там, например, на сумке посветите, что-то там написали, тоже сумку поставили, как лампу использовать, тоже очень удобно. Также его можно прицепить, например, на ваш налобник сзади, на резиночку, чтобы включить, например, красный маяк, и чтобы у вас видно было еще и сзади, если там, например, на велосипеде едете, либо какой-то группой идете, что у вас спереди свет белый, сзади у вас, например, такой маячок. При ношении на голове не очень, кстати, удобно, потому что у него нет режима наклона. Вы не сможете отрегулировать, только самой резинкой по лбу как-то подбирать положение. По поводу яркости. Здесь установлено 4 светодиода больших и один маленький, этот индикаторный. Красный светодиоды имеют яркость 4 люмена, белый светодиод 35 люмен. 35 люмен более чем достаточно, чтобы в темном помещении на расстоянии пару метров что-то осветить, как аварийник, либо как ночной свет в палатку, вполне отлично подходит. Я вставлю сейчас ночные тесты, как это все выглядит, насколько ярко он светит. Посмотрите, оцените. Под ноги вообще более чем достаточно, по-моему, светить. Причем у него довольно-таки приятный свет. Прям очень приятный. Он такой не теплый, не холодный, прям в самый раз. Наверное, где-то 4,5 тысячи. Дерево от меня в 3 метрах. Это тоже примерно где-то 3 метра, 2,5-3 метра. Зимой, конечно, сложно тестировать, потому что светло от самого снега. Как-то так. На этом будем заканчивать. Вот такой вот небольшой мини-налобник, либо блинкер на ваше снаряжение, для того, чтобы, например, про запас вы могли носить куда-то как запасной, вариант освещения, либо в палатке можно использовать, либо повесив на свое снаряжение, вы можете себя тем самым обезопасить от того, чтобы быть более заметным на дороге, потому что погодные условия бывают разные, водители некоторые не видят пешеходов, и для вашей же собственной безопасности на велосипед, либо на снаряжение можно повесить, чтобы быть более заметным. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.